Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать по поводу очередного вида фарма АФК. Я загорелся этой идеей давно, недавно вот записал видео по этому поводу. Да, там есть заработок в районе 10 миллионов в час, это все, конечно, прекрасно, прикольно, но есть другой способ, который позволит вам заработать до 1 миллиарда. Часов за 12 примерно. Но нужно постараться, там много чего нужно сделать на самом деле. Ну, по кораблям примерно все то же самое, но подробненько все равно расскажу. Естественно, это мы будем делать на миссиях крыла. Именно на миссиях крыла, друзья. Давайте по всем подробно в дальнейшем. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, Асмия контент. Поехали. Давайте определимся сначала с кораблями. А если вам повезет и все будет правильно, и будет низкая зона добычи, можно использовать ход Type 10. Вообще без проблем. Но... собственно, список состоит из него, из анаконды, которую буду использовать я в этом видео. Еще можно под это дело сделать корвет, но такое себе. Еще можно катер, чтобы вообще не париться. Ну, там довольно большой танк получается в итоге, друзья. А теперь давайте поговорим по поводу фитов, что ставим, зачем и почему. Ну, как вы поняли, рассматривать будем, естественно, на примере анаконды. У нас здесь по снаряжению в данный момент стоят пульсирующие лазеры. И все это, друзья мои, турели. Ну, как и на том видео. Единственное дополнение. Я бы добавил сюда, помимо экспериментального эффекта на дальнобойное орудие, ну, чтобы далеко стрелять, чтобы прям далеко-далеко стрелять, я бы еще добавил такую штуку, которая, ну, friendly fire. Чтобы, если вы пойдете по полиции, чтобы, не дай бог, чтобы что-то произошло. Так будет гораздо более приятней. По поводу внешнего оборудования, усилителей щита. Давайте пройдемся таким образом. Смотрите. Можно, конечно, пытаться там выкрутить как-то, чтобы было красиво, но самый оптимальный вариант для двухпоточки — это такая сборка. Усилитель щита мультирезиста. То есть, допустим, вот такого примера. То есть, здесь, правда, 4 гайки, но должно быть их 5. Мультирезист. Плюс у нас еще бахается усилитель щита. И еще мы ставим суперконденсаторы. Таких 4 единицы. И 4 единицы на просто раздувку щита. То есть надежный усилитель щита, суперконденсаторы, раздуваем щиты. И в итоге получается не 4180 у анаконды, у него получается 4500. Просто у меня топливозаборник, я на ней сюда просто ехал. По поводу основного оборудования, ребята, примерно, не примерно, а все то же самое. Только, блин, придется реально качать силовую, чтобы влезла. Можно, конечно, ухитриться воткнуть сюда силовую стражи, но она будет хуже, как и распределитель стражи будет хуже. А по модификациям у силовой, сильная силовая установка, экспериментальный эффект здесь не требуется, мне для этого фита всего хватает. Маневровые двигатели ставим минимальные, чтобы силовую свою не напрягать, вам двигаться не придется, я вас уверяю. Рамочно-сместительный двигатель в моем случае А-класса заинженерный, потому что я на анаконде сюда летел. Далее, 5D система жизнеобеспечения, непонятно нам. По боку мы через щиты работаем. 8 А распределитель питания, чтобы как можно дольше мог стрелять наш корабль. И при всем при этом я еще накидываю гайку на быстро заряжающиеся распределители и сверхпроводники, что увеличивает перезарядку. Всегда увеличивайте перезарядку, не повышайте ресурс, повышайте перезарядку. Далее 8 А сенсоры, чтобы держать противников на расстоянии в курсе и стрелять по ним. Но эксперименталочку я бы... Точнее, гаечку сюда ставить не обязательно. Это чисто для меня, у меня просто он такой есть. Идем дальше. По дополнительному оборудованию у нас что получается? Двухпоточные щиты-генераторы, естественно. Ребята, заклинаю вас, не ставьте призматический щит. Я видел в комментарии, многие писали то, что я возьму призму, пойду проверю. Нет, не берите призматический щит. Он вообще для другого. Он не регенится, а нам нужен реген. И поскольку нам нужен реген, мы в модификации ставим термостойкие щиты, ну, вы знаете золотое правило, двухпоточку в термал, там, призматические в жир и так далее. И ставим экспериментальную штучечку быстрый заряд, который увеличивает на 15% реген и восстановление щита. Очень важно. Топливозаборник в том фите, который будет в описании, естественно, его не будет. Все будет в наборах усиления для щита. И в сумме будет 4500 щита. Далее, грузовой стеллаж в размере 4 тонн. Очень важный момент. Я довольно подробно вроде не объяснил этот момент в том видео, объясню в этом, ну, чуть попозже. Ну и лучший стыковочный, просто тупо для комфорта, чтобы нам было комфортно сажать корабль. Теперь момент с грузовым стеллажом. Почему там только лишь на 4 тонны? Почему ты не ставишь турель точечной обороны? Ведь есть дроны-взломщики трюмов и так далее. Ребят, да, я все это прекрасно понимаю, но есть один способ, который позволяет вам сделать так, чтобы у вас ничего, эти дроны-взломщики не могли спереть. Вам нужно в службе космопорта, на любой станции, неважно, в панелях миссий,
Взять задание. Задание на доставку. Так, а здесь оно будет? Нет, на этой станции в данном случае его не будет. Да, не будет. Ну, не страшно. Сейчас покажу, оно у меня взято. В общем, миссия на доставку. Срочно доставьте, доставьте и так далее. И у нас потом появляется в снаряжении потребительские товары в данном случае и с отметкой миссий. Никак дрон взломщика трюма это не возьмет. И эта штука с вами навсегда, если вы ее не сбросите, либо не уничтожите. Это очень полезно. Теперь по поводу того, как это все работает. Нам нужно найти систему, где одна фракция на одной станции, либо на двух, ну, кому как повезет, дает большое количество заданий на уничтожение пиратов. Причем, чтобы это обязательно была миссия крыла, потому что именно за миссию крыла дают наибольшее количество денег. Прилетаем туда, набираем эти миссии. И главное, что все эти миссии ввели в одну систему, где, внимание, друзья, есть зона добычи. Низкая, лучше низкая, конечно, средняя, высокая. Прилетаем туда, ставим корабль, фармим. Теперь по поводу того, где такие системы искать, потому что, ну, это довольно проблематично. Я все это дело покажу на примере системы, которую вы знаете. Система называется Нгалин. Пожалуйста, вот данная система. Тут происходит быстрый фарм ранга Империи. И здесь, как вы можете заметить, есть лишь только аванпост. Поэтому большой корабль сюда не завести. Но это не проблема в данном случае. Потому что что? Потому что я нахожусь там в 30 годах буквально от этой точки. В системе HIP 1.2.4.1. На Эспосито Сити. И тут вы можете купить себе дельфина и заинженерить его, ну, худо-бело, чтобы он прыгал там 30-очку, либо 28. Ну, нормально. Неплохо. И допрыгать туда, взять задания, но я это дальше покажу, и их выполнять. Также вы можете прилететь сюда на своем корабле исследователя, ну, если вот именно эта система вам приглянулась, и у вас вкачана репутация. Заказать сюда боевой корабль, все это дело провернуть, и все у вас будет хорошо. Теперь по поводу других систем. На стримах было 2 или 3, я не помню, мне уже все дни смешались в один. Я проверял различные места, такие как Сол, можно делать в Соле. Там, допустим, нам дается задание на Барнард Стар систему. Можно еще где-то вот здесь вот в Нанобосхо что-то там ковырять. Можно еще через Сотис, ну точнее я так думал, что можно через Сотис, потому что там все задания идут в Цеус. Да, все задания идут в Цеус. И все было прекрасно. Я набрал 13 заданий, там от 20 до 40 миллионов в систему Цеус, но такая запарка произошла, что по моменту, когда я прилетел в Цеус, тут есть 2 планеты с кольцами, и из них только у одной, у этой, есть зона добычи, и она не подписана никак. Ни низкая, ни средняя, ни высокая, ни опасная, и там на меня никто не нападал. Поэтому, ребята, сразу отметаем этот момент. И рекомендую реально заниматься Нгалином, потому что что? Потому что там мы качаем ранг Империи. А ранг Империи нам дает катер, и по-любому вы через это будете проходить, и качать репутацию с теми фракциями будет гораздо проще. А теперь давайте посмотрим по поводу миссий. Как это вообще выглядит, как их брать, какое количество. Действительно, наверное, Нгалин лучший вариант для этого, ребята, потому что что? Потому что в других местах вам придется очень долго качать репу с местными фракциями, и это будет долго и уныло. А тут у нас, если вы помните, курьерки. Курьерки, прокачка ранга Империи, и в любом случае, как я говорил уже, это будет у вас в любом случае. Поэтому, ребята, берем на заметочку, записываем там, ставим лайк, добавляем сохраненочку. Это очень важно. Это очень-очень хорошее местечко. Жалко в Сотисе и Цеусе сделать так нельзя, к сожалению. Ну вот мы прилетели сюда, и да, здесь очень быстро качается репутация с местными фракциями. Заходим в панель миссий. По поводу прокачки, ну, естественно, через доставочку, курьерские, в Майнане и так далее. Быстренько их выкачивайте, при этом качайте попутно ранг Империи. Но нас интересует сейчас другое, нас интересуют бои. Смотрим. Ага, 2 миллиона с половиной, 7 миллионов с половиной, хорошо. Все в одну систему. Там и есть то, что нужно, сразу говорю. Смотрим дальше. Ага, 21 миллион, 5 миллионов, 10 миллионов. Хорошо. Так. 2,4, 19, 7,7, 15, 30, внимание. Все очень даже неплохо. 3,7, 3,8, 6,5, 12, 17, 5, 17 и так далее. Но это, ребята, активисты из фракции. Нас интересуют лишь только пираты. То есть вот это, данное задание. Нас интересует и так далее. Вы можете взять, допустим, одно на 30 миллионов. Да? Мы его берем.
И через 10 минут, точнее в 16:40 будет обновление миссий, и вы сможете взять еще, они обновятся. Но я возьму там 30, 19, 15, что-нибудь такое. И на примере этого буду показывать. Теперь нам нужно вернуться обратно на ту станцию, где у нас корабль, в моем случае Анаконда, и лететь в систему Майнане. Я, наверное, еще подожду пару минут, чтобы набрать задание. Ну вот, к примеру, прошло там время, миссии реснулись, и вот, пожалуйста, 41 миллион. Естественно, берем. Дальше смотрим, что тут новенькое. Новенькое вот еще на 41 миллион. Ребята, тут прям красотень, красотень. Еще и на 21 возьмем, естественно. Давайте еще посмотрим, что тут новенькое. На 26. Миссии крыла просто чем лучше, ребята. Они будут активны неделю, потом они закрываются. Обычная миссия 24 часа. Смотрим еще и еще на 30 миллионов. Ё-моё, ребята, золотая жила, новая лихорадка и так далее. Надеюсь, не понерфят. И даже, кстати, если нам понерфит заработок с ваучеров, то эти миссии, по идее, останутся, друзья. Так что пользуйтесь, пока это возможно. А я полетел за Анакондой. Друзья, такой момент, смотрите. Не бойтесь, то, что вы не видите изначально зону добычи. Они будут видны при подлете на 1000 световых секунд к газовому гиганту. Нам вот сюда не надо. Нам нужно вот к этому, к 5-й планете. И у нее будет низкая зона добычи. И еще момент. У вас будет в навигации миссия, неопознанный источник сигнала и все остальное. Это вас вообще не интересует. Вам нужна исключительно лишь только зона добычи. И сейчас мы увидим ее. Пожалуйста, место добычи низкое. Берем, летим туда и дальше делаем, как я показываю. По прилету летите просто в место добычи, которое отмечено, вставайте там и ждите. Естественно, в систему запихиваем и в оружие. И продолжаем лететь. Не забывайте то, что вам нужно взять задание, чтобы у вас были товары с миссией. И еще лучше, друзья, брать задание звена, ну точнее крыла, прошу прощения, потому что оно будет держаться неделю, а не 24 часа в плане товаров. И таким образом вы можете просто тупо неделю фармить здесь безостановочно. У вас фит ничего не потребляет, ни боеприпасов, ничего либо еще такого. Это, по-моему, великолепно. Конечно же, чтобы заработать 1 миллиард за одну ночь, нужно сильно постараться. Постараться в том плане, то, что набрать большое количество миссий высокой оплаты. Потому что максимальное количество миссий, которые мы можем у себя иметь, это 20. Но, как вы видели, там и свыше 40 миллионов тоже дается денежка. То есть, грубо говоря, 40 лямов, 20 заданий, 800 миллионов. Плюс-минус 100, может больше, за это время вы зафармите. Там, может, 12 часов. И все будет прекрасно. И вот уже нас начинают сканировать. Сейчас посмотрим, кто это. И он должен быть целью нашей миссии. Встаем где-нибудь вот прям недалеко. Все, он уже говорит то, что отдай 2 тонны своего груза. Прекрасно, выпускаем наши орудийные гнезда. Естественно, не забываем, что турели у нас должны стоять в произвольной стрельбе. Это очень важно. Ждем, пока он на нас среагирует. Начинает стрелять. Сейчас как начнет стрелять, мы поймем, с миссией он или нет. Да, цель миссии, пожалуйста, Кобра МК-3. Баунти с них не так важно для нас, как денежки с задания. А теперь просто спокойненько задираем нос корабля, чтобы он так вот двигался. И можем, в принципе, ложиться спать, да делать что угодно. Миссии работают. Естественно, я взял не 20 миссий, меньше. Взял, чтобы вам показать, что это дело все прекрасно работает. Как видите, корабли здесь слабые. Хоть он и специалист, но это низкий уровень зоны добычи. Полиция здесь также имеется. Никаких проблем, я думаю, у вас не будет. И вы сможете зафармить себе, наконец-таки, денежек на, ну, даже на флотоносец. Надеюсь, это не понерфит. Ну так, смотрите, что нам для этого нужно. Система Нгалин, корабль от Type 10 до катера лучше Анаконда, потому что она прыгает далеко. Прилететь сюда с имеющимися товарами, с миссией лучше всего крыла. Набрать миссии в Нгалине на среднем корабле, потому что там аванпост. Прилететь сюда и просто поставить корабль. Ну, естественно, конечно же, придется нафармить материальчики, придется нафармить там инженеров, что все это было, но поверьте, это того стоит, друзья. И тем более все гайды у меня к этому делу имеются, все ссылочки в описании. Там плейлисты, конкретные видосы и так далее, друзья. А у меня на этом все.
Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, отдельный плейлист по всем типам вооружения обзоры, отдельный плейлист по обзорам всех кораблей, отдельный плейлист по топам кораблей, отдельный плейлист по тому, как собирать различные корабли под конкретные задачи, и еще там куча видосов, которые я так и не распределил по плейлистам. Видосов на канале по этой игре уже свыше 270, включая обзоры и гайды. И там парочка стримов буквально, друзья. Так что чекайте плейлисты, много очень полезной информации. Также будут ссылочки на такие видосы, как быстрая прокачка ранга Империи, ранга Федерации, система, где есть все. Ты офигел? Система, где есть все и не нужно качать ранга элиты, это Бресло. Если у вас есть доступ, скажем, к стражам, вы это сможете там купить, но там все дороже на 20%. Также там гайды по добыче минералов, материалов, там сырьевых, промышленных. По данным такие же гайды, причем быстрые фармы. Такие же все вещи по поводу стражей, там фрагменты всех чертежей, где искать, как ключ, как искать, где данные, их материалы, их ребята, куча полезной инфы, чекайте описание. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео в день их релиза. Но в основном это происходит, естественно, на Дискорде. Просто сейчас там большая запара была, там очень много пропустил, но я это дело все дополню, конечно же. Фух. Надеюсь, это вам поможет, ребята. И вы, так сказать, купите себе флотоносец, либо там большой парк кораблей и нафармите себе большое количество денег, чтобы никогда больше не возвращаться к унылому фарму денег и наконец-то погрузиться в лор этой игры, в ее механики, да хоть, блин, даже в исследование просто улететь. Тем более сейчас выходит Одиссея, нафармить денежек лишним точно не будет, друзья. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. А, да, ну и как видите... Извините. Блокировка управления, дрон, взломщик как раз таки. Грозовой люк, сбой, дрон отвалился, но у меня все осталось. Но это в подтверждение моих слов, то что эти штуки вытащить нельзя. А вот теперь, друзья, всем пока.